Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами бюджетным рецептом домашней ветчины и свиной рульки без духовки. Такая ветчина – прекрасная замена колбасе и ветчине из магазина. Она получается такая ароматная, хорошо держит форму и, конечно, невероятно вкусная. Уверена, теперь вы точно откажетесь от покупной ветчины. А готовится она проще простого, из обычной рульки. Обязательно ее приготовьте и попробуйте. Такой нарезкой вы можете даже украсить любой праздничный стол. Для рецепта мне понадобится конечно, в первую очередь надо подготовить рульку. Хорошо помыть, почистить, чтобы на коже нигде не было волосков. Сейчас разрезаю рульку. Многие из вас знают, что я живу во Вьетнаме. И во Вьетнаме не выращивают больших свиней. Поэтому рулька у меня вот такого небольшого размера. Сейчас надо все мясо аккуратно снять с косточки. Стараемся не повредить кожу. Я вырезала кость. Из нее, конечно, можно сварить бульон. И получилась у меня вот такая кожа с мясом. Как видите, мясо здесь расположено очень неравномерно. Поэтому я куски мяса некоторые обрезаю. И там, где вот здесь вот пустоты, там, где просто кожа, буду выкладывать кусочки мяса. Здесь также излишек мяса обрезаю. Вот эту жилку можно срезать, конечно, чтобы не было жестким. Там, где такой крупный кусок мяса, я его надрезаю и также кусочки добавляю. Надо постараться распределить все очень равномерно по коже. Вот эти кусочки, которые остались на коже, я их надрезаю наискосок. Вот таким образом. Теперь подготовленную рульку замариную. Мясо солю. Соли понадобится примерно 1,5 чайные ложки. Конечно, добавляйте по вкусу. Добавляю черный перец. Также я буду использовать разные специи. Вы можете добавлять любые, какие вам нравятся. Здесь у меня примерно 1,5 чайной ложки сушеного чеснока, чайная ложка паприки, чайная ложка с горкой кориандра. Также я буду использовать мускатный орех, буквально четверть чайной ложки. И также у меня здесь хлопья болгарского перца, копченые. У рульки получится такой слегка копченый аромат. Можно использовать копченую паприку, будет очень вкусно. Хорошо втираю все специи и соль. Те кусочки мяса, которые здесь отрезаны, можно приподнять, чтобы они со всех сторон пропитались этими специями. Кожу специями я не натираю. Натру на мелкой терке чеснок. Я использую довольно много чеснока. Можете добавлять его по своему вкусу. Я сейчас натерла не весь чеснок, 2 зубчика еще оставила. Также чеснок равномерно распределяю по мясу. Также для рецепта я использую куриный фарш. Можно использовать фарш свинины либо говядины. Добавляю соль и черный перец. И также в куриный фарш я добавлю смесь итальянских трав. Примерно 1 чайную ложку. Хорошо перемешиваю. Подготовленный куриный фарш выложу сверху на рульку. И вот таким образом хорошо его распределяю, чтобы он заполнил все пустоты. Самое главное сейчас надо определиться, в какую сторону вы будете сворачивать рульку. Там, где будет заканчиваться рулет, мясо должно быть меньше всего, чтобы рулька хорошо свернулась. Вот здесь в конце фарш не выкладываю. Фактически получается такой тонкий слой фарша. Сверху на куриный фарш натру оставшиеся 2 зубчика чеснока. Распределяю. И теперь рульку сворачиваю в плотный рулет. Я сворачиваю как бы наискосок. Получается вот такой рулет. Подворачивать надо плотно. Рулет я буду заворачивать в рукав для запекания. Я его разрезаю, выкладываю на него рулет и теперь очень плотно заворачиваю. Стараюсь его хорошо поджимать. Теперь хорошо плотно подвязываю концы. Подкручиваю, хорошо завязываю.
И с другой стороны. Вот эти концы большие я отрезаю. И теперь мой рулет я еще плотно упакую в пищевую пленку. Так как рулет я буду варить в воде, я не хочу, чтобы вода попала внутрь. У меня получился вот такой плотный рулет. Теперь я отправляю его мариноваться на сутки в холодильник. Если у вас совсем нет времени, можно его оставить мариноваться на 2-3 часа при комнатной температуре. Когда рулет хорошо промариновался, перекладываю его в глубокую кастрюлю. Заливаю рулет водой, чтобы он был полностью покрыт ею. Вода начинает закипать. Я сразу уменьшаю нагрев до минимального и варю рулет при едва заметном кипении на самом маленьком огне примерно 3,5-4 часа. Рулет сварился. Как видите, вода здесь у меня еле-еле кипит. Сейчас я его аккуратно извлеку из воды. Рулет я оставлю остывать до комнатной температуры прямо на столе, а затем отправлю его в холодильник часов на 8. Ветчина хорошо застыла в холодильнике. Извлеку ее из пленки. Аромат стоит просто потрясающий. Так вкусно пахнет. Такую ветчину можно в течение нескольких дней хранить в холодильнике или заморозить, что очень удобно. Посмотрите, какая великолепная ветчина получилась. Она хорошо держит форму, вообще не распадается. Аромат просто великолепный. И нарезать эту ветчину можно очень тонко. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!